Друзья, привет! Давно ли вы заходили на ответы Mail.ru? Когда нам нужен четкий, емкий ответ, мы доверяем больше ответам Mail.ru, чем длинным подробным статьям. Чаще всего получается так, что ответы на вопросы даны несколько лет назад, а сейчас ответы и вопросы стали скучными, там больше спрашивают решение домашки, и, в принципе, сайт объективно изжил себя с 2006 года. Но все вопросы с того времени остаются на сайте. Есть глупые, риторические, а есть объективно странные. Настолько, что, можно сказать, криповые. На ответах Mail.ru есть странный пользователь под ником Ирма Ксишинская, у которой все вопросы со странными отредактированными фотографиями по типу «Придумайте смешное название к фото». На этих фото мы видим лежащего на полу мужчину, а на его лице стоит ребенок. Согласитесь, навевает неприятные чувства. С помощью поиска по картинке можно найти ее основной аккаунт, где все страницы вопросов, 100 однотипных вопросов, придумайте прикольное название и эти фото мужчины с ногами ребенка на лице. Это просто какая-то чертовщина. Один из пользователей спросил, а что это за фотка и откуда она? Женщина ответила, я не знаю. Не только в вопросах, но и в ответах она прикрепляет эти фото уже с другим ребенком. Самое интересное, что мы даже не знаем, кто пишет эти ответы и вопросы. Сколько лет этому человеку? По стилю письма я могу сказать, что это точно не ребенок. Предположительно, женщина средних лет, потому что вопросы у нее были серьезные еще и в начале ее профиля. Вопрос. Что будет, если заключенный умрет раньше окончания срока, если его посадили в тюрьму в Америке, например, на 180 лет? Она отвечает. Выдадут родственникам для похорон, ежели такие имеются. Несколько восклицательных знаков. Слово «ежели». Ребенок-подросток такие слова не употребляет. Обилие восклицательных знаков очень характерно для взрослого поколения. К тому же ответы на такие серьезные вопросы ребенок или подросток не знал бы. То есть тут явно дан четкий квалифицированный ответ. Вопрос. Как понять световые года? Расстояние до планеты 10 световых лет. Как посчитать в километрах? Тут мы тоже видим особый стиль письма. Обилие восклицательных знаков и квалифицированный ответ. То есть человек явно знает то, о чем он говорит. А в разделе «Вопросы» еще интереснее. Если отмотать в самое начало, 3 года назад она периодически задавала вопросы. Интересно, а когда он пил, он думал, что может превратиться в коврик для ног или подставку? А есть нейтральные вопросы. Как зарегистрировать машину в другом регионе? Помогите решить проблему на Windows. А дальше начинается настоящая жуть. Такое ощущение, что мужчина — это муж этой женщины, и она просто ненавидит его, когда он напивается. А дальше пошли вопросы. Придумайте смешное название. Что самое интересное, в ответах люди реально отрываются и придумывают приколы и не находят в этих фотках ничего странного, даже не задают вопрос. Последний вопрос был задан 3 месяца назад. И у вас возникнет вопрос, может быть, это такой своеобразный фетиш, когда мужчина любит, что над ним издевается женщина. Причем, заметьте, все вопросы заданы с позитивной ноткой, то есть со скобочкой, с такой небольшой иронией, и даже несмотря на то, что есть такие обороты, как коврик для ног, есть, да, такое пренебрежение в форме пьяный, но все равно вопрос задан как будто с добродушием. Есть довольно распространенный сюжет в сексуальной сфере, когда хрупкая девушка издевается над взрослым мужиком. Это могут быть разные способы. Авторитетом, она над ним как бы доминирует деньгами, физическое насилие, либо потому что мужчина по ней сохнет и готов унижаться. Ну, как бы такое, может быть, и имеет место быть в нашей истории. Но мы приближаемся еще только к самому интересному. Вот одна из первых фоток. У вас есть ощущение, что это оригинал, а не фотошоп? Внимательно присмотритесь. И напишите сейчас ваше мнение в комментариях, фотошоп это или реальное фото. Это фотошоп. Чья-то рука обнимает ребенка. Ее явно не подтерли. Видно небольшое размытие, плюс рука ребенка будто что-то придерживает. Где тень от платья? Размытие на коже мужчины, неестественная подошва на контрасте кожи. Сейчас очень внимательно.
Ответы на вопросы в некоторых темах дают женщины, аккаунты с женскими именами и женскими аватарками, у которых на подбор в профиле куча странных вопросов, и отличительная их черта — это знак плюс в конце вопроса. Значит ли это, что такие ответы и вопросы — это особая связь между педофилами или людьми с сексуальными расстройствами? То есть таким образом они ищут друг друга. На Backbook есть профиль некоего Алекса. В нем фото с этим же мужиком с женскими ногами. И пост. Идем дальше. Все фотки добавлены не так давно, в 2016 году. Еще на Peekaboo есть профиль некой Алисы С. 2020 и единственный пост. Здесь пользователям уже стало странно от этого поста. Почему одна и та же фотка фигурирует в интернете у разных людей? Алекс, Алиса, Дарья с Mail.ru. Пока ничего не понятно. Идем дальше. У этой женщины ВКонтакте была активна страница несколько месяцев назад. И один из пользователей с ней связался на контакт, она, на удивление, шла отлично. В ходе диалога она написала очень странные вещи, и она сразу же стала об этом разговаривать, да, то есть даже не потребовалось особой психологической нагрузки, чтобы подвести ее к этому разговору. Значит, она сказала, что у нее есть некоторые видеозаписи, но их удалила какая-то Машка. В этих видео некий парень и еще кто-то мочились мужику в рот. После просьбы показать эти видео она обошла эту тему стороной и попрощалась. И попросила никому об этом не говорить. Значит ли это, что такое видео действительно существует? И ни один человек с ней общался. Женщина сразу же подводит все разговоры к этой теме. Она рассказывает в подробностях все, что у нее есть в голове, так скажем. Можно ли назвать это фетишем? Напишите в комментариях, можете ли вы назвать вот такую форму общения фетишем, когда человек хочет в подробностях рассказать всякие интересные вещи. Есть предположение. Может быть, эта женщина нашла мужчину для игр и водит к нему младшую сестру и других детей. А вот самая долгая переписка Дарьи с одним из пользователей. Обратите внимание, упоминаются каблуки. Я говорила про страницу ВКонтакте. Она названа под именем Алена Матвеева, и там есть интересное обсуждение. Получается, что этот мужчина – друг отчима, который приходит к детям, напивается до такого состояния, что ничего не чувствует, не помнит, а мама фоткает детские ноги на нем. У нее еще есть нефотошопленное фото, где на мужчине на пляже стоит ребенок. И самое странное фото – куча детей на Масленице давит его. Вряд ли она такое смогла бы нафотошопить. Ее страница ВКонтакте Алена Матвеева, судя по всему, создана исключительно для активности по поводу этого фетиша, так как комментаторы там сидят только такие. Очень странная теория, но она имеет место быть. Женщина использует в это дело своих детей или заманивает чужих. Судя по фото с Масленицы, чужие дети в этом деле однозначно принимают участие. Только под каким предлогом? Фото с Масленицы может показаться вам абсурдным. Куча детей, их мамы, другие женщины топчут голову мужика. Но представьте, если бы вам было 5 лет, и вам бы в игровой форме предложили походить по человеку. Ребенок бы согласился без задней мысли. Учитывайте, что дети все воспринимают без подтекста прямо, и их даже не надо убалтывать. Они согласятся на это без задней мысли. В ходе труднейшего поиска по картинкам этот человек был найден. Этот мужчина с фотографией Владислав или Вадим Воробьев из Астраханской области. На фотостороне он написал, что он свободен и что у него нет детей. В друзьях есть Дарья с ответов Mail.ru. Значит, они как-то связаны. У него есть фото с детьми, и это разные дети. Но человек на этих фотографиях и на фото с Масленицы – это разные люди. И мужчина на фото с Масленицы тоже был найден. Это Руслан Толстых. Имеет на стене кучу фотографий, где его топчут ногами, в том числе тот самый фотосет с Масленицы. Именует себя «Живой пол» и «Толстый половик». Судя по всему, это фетиш. И мамы с детьми участвуют в его забавах и не понимают, что он получает удовлетворение от этого. А это о нем писала Алена Матвеева.
Итак, возвращаемся к переписке с той женщиной с ответов Mail.ru. Она начала внезапно писать про Руслана, и когда был задан вопрос, это мужчина, который друг отчима, и она говорит, ну да, то есть Руслан — это мужчина только на фото с Масленицы, который занимается такой забавой профессионально. Наш же человек Владислав на всех остальных фотографиях. А что известно об Алене? Даже не факт, что это настоящее ее имя, но это та женщина с ответов Mail.ru. Она сообщила, что ей 19 лет, по некоторым данным 24. Дети на фото — это друзья ее младшей сестры, которой 9. Алена живет в Самаре, учится в университете. Она лайкала только его записи. Возможно, она действительно является ему близкой родственницей. Зачем она постит его фото, вы можете спросить самый простой вопрос. И самый легкий ответ дала она сама. Как пишет Алена, ей самой от этого смешно, и она делится с другими вот этим весельем. Но я бы сказала, это не самый здоровый смех и юмор. Тем более в таком массовом обличии. Куча вопросов. Придумайте смешное название. Но есть интересная версия по поводу того, зачем постить такие фотографии. Возможно, у нее есть психические проблемы, то есть эта женщина, грубо говоря, поехала на этой теме. И даже на обычные вопросы она сводит все вот именно к этому. То есть такая зависимость от фотографий с сексуальным подтекстом, я бы сказала. И, естественно, она, может быть, врет, что этот мужчина напивается. На одном из сайтов она писала, что ее бил отчим. И, возможно, именно эта зацепка нам и поможет. Скорее всего, было так. У нее действительно был отчим, который ее бил, напивался и валялся. Это могло и послужить возникновению фетиша у нее. То есть она нашла какого-то мужчину, который согласен на эти игры, и их претворяет в жизнь. Ее главный интерес в том, что ребенок давит пьяного человека, как будто это она, будучи маленькой девочкой, издевается над отчимом, который издевался над ней. И самое интересное в этом случае, что она никогда не признает, что это ее фетиш. Такой человек будет оправдывать свою странность тем, что это ее смешит, это забавно, интересно и так далее. Поэтому, возможно, она и приходит именно на ответы Mail.ru, чтобы эту тему рассказать обычным людям, чтобы люди на специфических тематических форумах не лечили ее и просто не смотрели с точки зрения сексуального подтекста. Это ужасная, но, согласитесь, интересная история. Полна противоречий и мерзких тем. Но такие истории в интернете появляются часто. Просто наблюдайте за пользователями, которые отвечают на провокационные вопросы. Или просто на вопросы и сводят что-то к определенной теме. Друзья, я хочу спросить ваше мнение. Как вы думаете, зачем эта женщина постит такие фотографии? Лично ваше мнение, которое сложилось из всей этой истории. Пока пишите ваши комментарии, а я прощаюсь с вами до следующей недели. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. До скорой встречи!